Добро пожаловать на канал. Это моя авторская история. Это история о тихой медсестре из Чикаго, которая в одну ночь превратилась в спасителя десятков жизней, используя навыки, скрытые под обычным халатом. Приятного просмотра. Кровь на полу в северном крыле госпиталя Святого Луки в Чикаго не принадлежала пациенту. Женщина над телом, держащая скальпель с точностью хирурга и холодным взглядом убийцы, не была доктором. 3 года сотрудники считали Элену Венс тихой ночной медсестрой, которая меняла капельницы и избегала взглядов. Они ошибались. Когда вооруженный мужчина заблокировал 4-й этаж с 20 заложниками, он думал, что охотится. Он не знал, что заперся в клетке с призраком. Это была ноябрьская ночь. Дождь хлестал по стеклам госпиталя, а коридоры 4-го этажа пахли антисептиком и воском. Элена сидела за постом медсестры, ее темные глаза отражали синий свет мониторов. Для большинства она была незаметной. 34 года, тусклые каштановые волосы, сгорбленные плечи, тихая походка. Но старые навыки не умирают, они дремлют. Раньше Элена служила в 75-м полку рейнджеров США в Афганистане, работала в культурной поддержке, чистила здания в полной темноте и лечила раненых под огнем. Теперь ее тихий образ был маской. Когда мужчина с модифицированной штурмовой винтовкой вошел на этаж, Элена оценила угрозу. Он был вооружен и уверен в себе, но она видела слабости в каждом его движении. Действуя как хищник, она слилась с обстановкой, прикинулась испуганной медсестрой и постепенно подбиралась к нему, планируя свою атаку. Бой был жестоким и быстрым. Элена использовала все, что попадалось под руки: ножницы, аптечные приборы, резервные батареи. Она лишила противника оружия, применяла навыки рукопашного боя и парализующие химикаты. Он не был готов к ее профессиональной точности. Когда в одной из комнат вспыхнул пожар, она не оставила пациентов. С помощью импровизированных средств она эвакуировала пожилых и инвалидов через коридоры, используя даже старые куртки, как санки для перевозки тех, кто не мог идти. Даже когда лестница пожарных была слишком далеко, она не паниковала. Она использовала водосточную трубу, тяжелый кислородный баллон и свою силу, чтобы спасти ребенка и остаться живой. Рейнджерские навыки и холодный рассудок сделали невозможное возможным. Когда пожарные и СВАТ прибыли, они увидели цепочку пациентов, безопасно эвакуированных, и Элену, израненную, обожженную, но стоящую. Она не ждала похвалы, но мир видел героя. Медсестра, которая казалась тихой и неприметной, оказалась воином, способным защищать тысячи жизней. История Элены Венс напоминает: герои не всегда носят плащи или форму. Иногда они в потертых халатах и удобной обуви. Настоящая сила в действиях, когда свет гаснет и страх становится вашим спутником. Эта девушка показала, что настоящая сила в тихих, решительных поступках, когда от этого зависит жизнь других. До скорой встречи на нашем канале.